Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, как сегодняшний непростой день прошел, какие новости, какие события и, соответственно, к чему это все ведет, какие движущие силы скрытые и какие ожидания на вечер по движениям активов. Так, друзья, по поводу нефти у меня были ожидания, что наиболее вероятный сценарий это удержание в диапазоне 72-74. Соответственно, я вполне обоснованно полагал и сейчас полагаю, что та договоренность, которая достигнута, снятие неопределенности по ОПЕК, оно где-то в этом диапазоне и должно было сыграть. То есть 72 должно было быть удержано, но 72 не удержали. Почему? Здесь новая проблема нарисовалась. Это опасение, что экономический рост дельта штамм ковида похоронит и никакого роста не будет. Действительно, если смотреть общемировой график новых случаев, здесь у нас третья волна, она прям четко уже пошла. На удивление это летом возникло, хотя, казалось бы, вакцинация идет на всю катушку. Многие страны уже достаточно высокий процент вакцинированности имеют. Тем не менее, что мы на текущий момент получили? Всплеск в Великобритании, всплеск в России, причем если присмотреться, то здесь получается у Великобритании, у России очень схожие картинки на всем историческом горизонте. Далее всплеск в Иране, в Бразилии, в Индии вроде пошло на спад, намечается восхождение во Франции и в Соединенных Штатах вроде бы уже оно почти на нет сошло, сейчас небольшой рост, но пошел. Соответственно, все это движение, которое возникло, оно порождает опасения, что текущий отскок, он себя исчерпал, то есть те ресурсы, которые были связаны с тем, что люди там уходили, закрывались, сидели, ничего не делали на пособии, заводы не работали, ничего не производили. И сейчас этот отскок, он себя полностью реализовал, мы фактически отбили все то, что было не потреблено, и на текущий момент энергия отскока мировой экономики, она начинает замедляться. И еще тут эта напасть подоспела растущая, то есть, соответственно, здесь на текущий момент начинает просто спираль разворачиваться. Соответственно, нефть здесь, по сути, оказалась заложником этой ситуации. Так, друзья, давайте мы под микроскопом нефти рассмотрим, что тут происходит, почему такой разброд и шатание пошло. Но на самом деле, опять же, здесь проблема не в нефти. Проблема в том, что все приготовились к тому, что наступает третья волна, раз. К тому, что отскок себя исчерпал. ВИКС сегодня улетел в космос. То есть здесь фактически вот это движение по ВИКСу, индекса страха и волатильности, оно указывает на то, что ситуация начинает, к сожалению, выходить из-под контроля. Неоднократно обращал ваше внимание, что прилет, то есть фундаментально можно сказать, что порох сухой, хворост готов, но именно определить ту самую точку, когда все это дело запалит и оно все хлопнет здорово, это всегда целая дилемма, целая проблема. На самом деле я все-таки склоняюсь к мысли, что в июле не запалят. Сейчас какие-то меры предпримут и все это дело откатят. Либо от текущих значений, либо может быть еще какая-то просадочка будет. Всплеск волатильности, который связан с опасениями того, что экономика начинает захлебываться. Такая загогулина в S&P 500, то есть здесь все ключевые уровни, которые на достигнутых хаях были, они пробиты. И на текущий момент, по сути, есть, во-первых, уровень, который находится 4080, то есть пробитие этого уровня, оно, скорее всего, вызовет лавину и все начнет валиться и падать. На текущий момент по S&P немножко недопадали. Это движение, оно может сейчас произойти разворот, но наиболее, скажем так, удачный вариант был бы удариться в 4200 и от него отскочить. Потому что это движение, которое пошло, раз оно таким образом раскрутилось, его, скажем так, возможность успешного отбития и завершения находится в районе 4200. Соответственно, на текущий момент, если сейчас будет даже разворот и отскок, то весьма вероятно на этой неделе мы увидим
все-таки движение и продолжение на 4200. Если рассматривать недельные таймфреймы по S&P, то здесь, соответственно, особых предпосылок для того, чтобы началось падение, на текущий момент не наблюдалось. Да, то есть, рост и рост идет. Но на самом деле, таких попыток разворота, их тьма тьмущая была. На текущий момент, если опять же опираться на недельные таймфреймы, то все равно для того, чтобы сказать, что вот этот рост закончился и сейчас все сыпанется, нужно пробитие 4080. То есть до этого значения еще идти и идти достаточно долго. Да, здесь разворотные формации нарисовались. Таких разворотных формаций их было очень много. На текущий момент, я считаю, пока вот это значение не пробито, говорить о том, что это полномасштабный кризис и все отваливается, это преждевременно. Но опять же, это моя точка зрения. С другой стороны, то, что по ковиду пошел такой рост новых случаев на фоне, причем вакцинирования достаточно высокого процента в развитых странах, это вызывает опасения того, что предпринятые меры, они не спасут ситуацию от повторного разворачивания коронакризиса. Если переходить на график нефти назад, который мы начали рассматривать, месячный таймфрейм, то в принципе тут траекторию движения, которая завершалась в районе 77-77,5, мы сделали. Да, по-хорошему нужен еще рывок на 94, но с другой стороны, если здесь сейчас возникает коррекционный откат с пробитием 66.25, уровень, о котором мы неоднократно говорили, то можно сказать, что вот эта фаза движения на рост нефти, она завершена. Так, дневной таймфрейм по нефти здесь пробили ключевой уровень 72. Я думаю, это пробитие, оно надолго, с такой энергией, с такой мощью. И теперь вся задача состоит в том, удержится, не удержится в этом диапазоне. Но по нефти здесь double damage, двойной урон, потому что с одной стороны мировая экономика накренилась, все испугались, начали падать процентные ставки по десятилетним американским трежерис, потому что инвесторы сметают то, что по их мнению безрисковый актив. И на фоне этого еще договоренность ОПЕК по поводу увеличения добычи, поскольку мировая экономика восстановилась. Но тут просто театр абсурда на колесах. Так, друзья, если переходить на часовик, то по часовику на нефти мы уже допадали. Хотя на самом деле вот эта траектория движения, она должна еще хотя бы 68 коснуться. И тогда можно здесь говорить о том, что будет консолидация, набор позиций и какое-то время проторговка в этом диапазоне. Так, но сегодня там еще почему с нефтью такой залив случился. Во-первых, там начались дебаты по поводу того, что Китай предоставляет непрозрачные данные по потреблению нефти, по импорту нефти. Соответственно, это тоже вызвало опасения, что китайская экономика, она на самом деле восстанавливается не так, как это заявляется. И плюс там очередные проблемы возникли с компанией Evergrande, это крупнейший китайский застройщик, который сегодня тоже сыпанулся. И вот это все в совокупности, оно подогрело ситуацию, и особенно по нефти, которая оказалась между молотом и наковальней. Так, друзья, что мне видится на вечер? Вот сейчас, если не будет повторения движения вниз и пробоя 69, то здесь она начинает консолидироваться и пытаться отскакивать. Первая цель движения, это, соответственно, будет в районе 70,88. Если сейчас будет пробой 69, то отсюда должно состояться движение, у которого цель будет 68, либо уже даже 66,25. Скажем так, 72 пробили, можно говорить о том, что, скорее всего, рост нефти закончился. Если будет пробой 66,25, то, соответственно, это будет говорить о том, что нефть, она она уже начинает падать. Поэтому в такой ситуации ей полагается какое-то время проторговаться в этом диапазоне. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту здесь ситуация сегодня вообще просто суперская была, потому что вот этот движняк, пила, она очень хорошо позволяет зарабатывать деньги и передает всю суть золота, как оно движется под воздействием импульсов. Сначала на открытии ключевых американских площадок всех повысаживали, и потом, соответственно, когда высадили, развилось движение,
на 1814, к сожалению, не удержались. Ну и теперь получается у нас боковичок 1807-1814. Если не будет проблем с ликвидностью, то золото оно здесь консолидируется. И сейчас вечером, если не возникает добитие диапазона 1807-1804, вот этого диапазончика, мы отсюда отскочим, и у нас цель движения будет 1814, возможно 1819. Если сейчас вот этот диапазон будет пробит, то здесь цель движения будет тестирование 1800 и попытка его поколоть. Вот как это было сегодня между 15 и 16:00. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, рост сегодня, который произошел, он, соответственно, не коррелирует, не адекватен с тем обвалом, который пошел по нефти. Ну, здесь понятно, ожидание заседания ЦБ, и ЦБ наиболее вероятно вкрутит увеличение ставки на 1%. Это связано с тем фактом, что на самом деле произошел значительный рост инфляции, реальной инфляции, не ту, которую на бумаге рисуют. И поэтому ЦБ будет просто вынужден наиболее вероятно поднять на 1%. Так, далее часовик. Ну, смотрите, по часовику здесь у нас сейчас наметилось завершение коррекционного отката. Если в ближайшие часы 74,5 не будет пробито вот это вот значение, то у нас на сегодня пойдет повторное тестирование 74,75. Если здесь все-таки возникает пробой, сейчас под вечер, то рубль вполне может укрепиться, цель движения будет 74,3, вот сюда, к этому диапазону. Пока что здесь больше факторов указывает на то, что все-таки будет либо проторговочка в этом диапазоне, либо попытка отскочить наверх. Так, друзья, но если как бы консолидированно смотреть, что тут у нас происходило за сегодняшний день, получается по РТС 155 мы отработали, цели, о которой говорили. Вот, сейчас, соответственно, здесь либо будет коррекционный отскок, у этого коррекционного отскока цель 157 500 первая, либо если сейчас будет добой 154 700, то по РТС у нас развивается движение, уже у которого цель будет в районе 149 тысяч. Так, Газпром, ну смотрите, по Газпрому вообще шикарная ситуация. Там его пока 270 не завалит, это все детский лепет. Нехватка газа, она так или иначе будет его толкать наверх. Вот, 270 там просто определенный уровень, пробитие которого оно вызовет очень крупные распродажи. И скорее всего тогда он просто сляжет. Вот, сейчас на текущий момент здесь разворотная формация и попытка отскочить. Вот, но стопроцентной разворотной формации я пока не наблюдаю. То есть здесь, если сейчас меняется внешний фон по Соединенным Штатам, по нефти, то мы увидим бурный отскок. Если фон будет оставаться негативным, то пока как бы мировые рынки не посыпятся, его скорее всего где-то здесь в районе 270-275 и будут гонять. Ну как бы если там S&P уходит на 4080, то тогда и Газпром полетит, наверное, на 250 или даже 220. Так, по Сберу ситуация аналогичная, но у него меньше оснований для того, чтобы совершить рывок. Времени на раскачку у него не осталось, поэтому повторная попытка тестирования 289,5 его откатит аж на 270. Но есть промежуточный уровень 208,6, но скорее всего будет движение в район 275-276, если здесь сейчас будет пробой. Так, ну с золотом все понятно, здесь сейчас идет попытка перевести дух, собраться с силами. Так, ну и вот по нефти я смотрю, у нефти задумка все-таки на 68 сходить. Ну, на самом деле 68 это вот то основание, от которого вполне может сформироваться хороший и обоснованный отскок. Даже если смотреть с точки зрения графических картинок, голова и плечи, мы уже вот это движение вниз его выполнили, исчерпали. И где-то вот либо здесь, либо в районе 68,5 должна быть попытка консолидироваться и отскочить. Опять же, тут два фактора. Если ковид прогрессирует, этот дельта-вирус, и все в ужасе носятся, то еще и на фоне сделки ОПЕК это приведет к дальнейшему движению и тестированию 66.25.
А вот пробитие 66.25 это уже действительно будет трагедия, скорее всего, потому что она сыпанется, и там уже, наверное, будет не длительная проторговка от 66.25, а движение в район 50-55. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Успешных торгов на вечерней сессии. Обязательно ставьте стопы, потому что в это время один непоставленный стоп он может перечеркнуть не прибыль, а весь капитал. Все, друзья, удачи, счастливо!